Ребята, всем привет, с вами Александр и вы на канале Медиор. Диверсификация — это ключевой фундаментальный аспект для каждого человека, который занимается криптовалютами. Ну или по-простому, это не храните все яйца в одной корзине. И сегодня мы поговорим об этом в аспекте бирж. Самая популярная в мире биржа Binance становится все менее и менее надежной. В последнее время сильно участились запросы от биржи Binance на предоставление информации о происхождении средств. И когда у вас там приличная сумма, ребята, то доказать что-то бывает очень даже проблематично, а иногда даже невозможно. И сегодня будет первое видео из рубрики «Куда уйти из Binance?», на какую биржу податься, ну или по крайней мере перевести туда часть средств. И как вы поняли уже по названию, речь пойдет о бирже KuCoin. KuCoin — это китайская биржа, которая раньше была зарегистрирована в Гонконге, сейчас же она зарегистрирована на Сейшелах. Основана она была еще в 2017 году. На CoinMarketCap она занимает 5-е место, в принципе с показателями по дневному объему, такими же как у биржи FTX или у биржи Coinbase. Когда речь идет о вопросах безопасности, куда лучше перевести деньги, то стоит в первую очередь обращать все-таки на биржи скорее китайского происхождения, нежели чем полностью подотчетной бирже, например, как Coinbase. KuCoin может похвастаться большим количеством торговых пар. 326 торговых пар в паре с биткоином, в паре к USDT у нас 618 пар. Ну а суммарное количество торговых пар на сегодняшний день это 1147. Биржа имеет более 10 миллионов зарегистрированных пользователей. И как утверждает биржа, каждый четвертый холдер в мире пользуется KuCoin. И специально для зрителей нашего канала биржа KuCoin предоставляет максимально возможные скидки и лучшие условия для торговли. Каждый, кто зарегистрируется по ссылке в описании, получит минус 20% от комиссии. Это максимум, что можно получить на данной бирже. Больший процент скидки никто вам не предложит. На данной бирже можно торговать, заводить и выводить, не проходя верификацию. И ваш дневной лимит будет составлять 1 биткоин. Если же вы пройдете верификацию, вы получите лимит на 200 биткоин на ввод-вывод, сотое плечо на торговле на фьючерсах и лимит на 70 тысяч долларов при работе с фиатом. Из немаловажных преимуществ для русскоговорящего населения будет тот факт, что у KuCoin есть 23 региональных центра поддержки и русскоговорящий саппорт. Биржа имеет функциональный и в принципе классический интерфейс для всех топовых бирж. Комиссия за торговлю составляет 0,1%. Это базовый показатель, который можно уменьшить, используя несколько способов. Первый способ — это хранить у себя на балансе нативные токены биржи KCS. Для этого нужно хранить довольно большую сумму в размере 1000. О преимуществах, которые дает хранение токена KCS, я расскажу чуть далее. Также можно выполнять месячный лимит торговли на споте либо на фьючерсах. Или же самый простой способ — это в настройках в разделе «Аккаунт» поставить галочку «Оплачивать комиссии с помощью токена KCS». Также стоит упомянуть, что в 2022 году биржа попала в рейтинг топ-4 самых крупных краж в мире криптовалют. На первом месте у нас Hack Poly Network, на втором CoinCheck, на третьем биржа MTGOX и на четвертом биржа это кража 275 миллионов долларов с биржи KuCoin в сентябре 2022 года. Бирже удалось вернуть 84% от украденных токенов, а оставшую часть она компенсировала пользователям из своих резервов. Что может вам предоставить биржа из функционала? Конечно же, есть спотовая маржинальная торговля. Также биржа предоставляет услуги торговых роботов, как на споте, так и на фьючерсном рынке. С помощью данных ботов можно настроить следование за каким-либо трейдером. И конечно же свою уникальную стратегию работы. Никакой волшебной кнопки здесь нет, но кто хочет покопаться в роботах, милости прошу. Есть возможность предоставления своих средств в долг, есть свой лаунчпад для запуска новых токенов и облачный майнинг. На бирже есть широкий вариант пополнения балансов, также есть P2P площадка. А теперь давайте поговорим про нативный токен биржи KCS. Максимальное количество токенов 200 миллионов. Токен постоянно подвергается сожжению, и это будет продолжаться, пока не останется всего лишь 100 тысяч токенов. На данный момент в обороте существует 145 миллионов токенов. И вот так вот выглядит график токена KCS, который стартовал по цене примерно 30 центов и доходил до 28 долларов. На данный момент он торгуется по 18 долларов. Первое преимущество, которое дает вам держание токенов, это, как я уже упоминал, это снижение комиссии на 20%. Если базовая ставка это 0,1% комиссии за торговлю, то если у вас на балансе есть токены KCS и стоит в аккаунте галочка «Платить комиссию с помощью этого токена», то вы будете платить 0,08%. Второе очень полезное применение у этого токена — это так называемый KC бонус.
По факту, токены KC являются как бы акциями биржи KuCoin. И биржа ежедневно распределяет 50% от своих доходов, то есть от всей комиссии, которую она получает с пользователей, в виде, так сказать, дивидендов для всех хранителей токенов KCS, которые хранят более 6 токенов у себя на балансе. Ну и последний APR составлял примерно 22,68% годовых. Биржевые токены являются довольно перспективными, и хранить какую-то часть средств в токене KCS под 22% годовых вполне себе неплохо. Третий бонус, который вам дает хранение токена KCS, это дополнительные возможности по участию в ланчпадах. Также стоит упомянуть, что токен KCS не просто токен, а он еще имеет свой блокчейн со всеми вытекающими из этого. И на данном блокчейне тоже делаются разные предложения. Есть удобный KCC Bridge, который позволит вам легко с разных блокчейнов, с эфира, полигона, Binance, Фантома, Avalanche перекинуть монету в сеть KuCoin. Из того же, что интересно мне, это то, что есть токен BSwap на этой бирже, то есть я могу торговать отложенными ордерами на данный момент. Также, как я писал, я докупал токен FitFi. Он тоже здесь присутствует. Также у нас присутствует, конечно же, токены и GST, и GMT на этой бирже. И вот если глянуть недельный отчет по листингу с апреля 25 по мая 21, мы здесь видим токен GST. Вот был залистен недавно. То есть GMT был залистен еще раньше. Ну и вообще, как видите, довольно активно идет листинг новых монет. То есть биржа не пасет задних. И че у нас, ребятки, торгуется по 51. Это значит неплохое время ее купить. По 40 бы я купил 2 монетки, а по 51 куплю сейчас еще себе одну монетку. Я купил, как вы знаете, там в районе ближе к 70 пару монет. Вот сейчас куплю и тоже буду дальше потихонечку покупать. Ну, понемножку. Итак, что нам нужно сделать? Я буду переводить USDT. Здесь основные сети. Вот смотрите, какие. Эфир, Трон, своя собственная сеть, Algo, EOS и Arbitrum. Мне, в принципе, удобнее было бы, если бы здесь была сеть бинансовская основная, но на многих монетах на ее нет. Например, на USDT в сети Binance нету. Можно было перевести BNB, если у вас есть только MetaMask. То есть BNB здесь есть, естественно, в сети BIP20 можно перевести. Но у меня есть деньги и на Tron кошельке, а это сеть Трона. Потому как бы я спокойно перевожу. Вот нажал скопировать. Вот у меня здесь есть Tron Link. Вот USDT. Нажимаю перевести. Send. Вбиваем сюда адрес. Давай add to book. Напишем это как KuCoin. Так, save. Дальше. Давайте введем 55 пусть будет баксов. И погнали. Подписываем и отправляем. Все. Ну а теперь как бы ждем поступления. Вот сейчас история депозитов. Сейчас появится у нас тут надпись. Только, ребята, успел обновить экран. Все, транзакция пришла. По времени там можете увидеть, что прошло буквально всего-то пару секунд. То есть денежки пришли нам на основной аккаунт. Теперь нам нужно их перевести, эти денежки, на торговый аккаунт. Перевели, отлично. Возвращаемся в нашу торговлю. Давайте обновляем страничку. Здесь есть защита, как видите, то есть пин-код. Во время регистрации вам нужно будет создать пин-коды 6 символов. Это не Google аутентификатор, это именно свой пин-код. Выбираем Market. То есть у нас вот, допустим, ставим с запасом 51,6, ставлю 51,6 и нажимаю купить. История сделок 0,00095. Ну вот надо же было. Да, тут 62 было. Чуточку не хватило нам до одной монетки. Ну ладно, давайте еще на доллар куплю. Так, купили. Давайте обновляем страницу. Так, торговый аккаунт. Вот появилась наша одна монетка. Еще у нас осталось 2 доллара. На этих 2 доллара я предлагаю купить основную монетку. То есть вот на то, что у нас осталось, я нажимаю на то, что у нас осталось, нажимаю 100% купить KSC. Купили KSC. И заходите в настройки аккаунта, и там вот включаете ползунок оплата комиссии KSC. Подытожив, можно сказать, что биржа довольно надежная, прошла проверку временем и хорошо себя проявила в моменты кражи средств, компенсировав все своим пользователям. Биржа имеет большое количество торговых пар, биржа имеет функционал, которого будет предостаточно абсолютному большинству пользователей, имеет нативный токен, который перспективно держать в долгосрок, имеет большую ликвидность и вам предоставляется возможность получить максимальную скидку в виде 20% при регистрации по ссылкам под этим видео. На этом я буду заканчивать. С вами был Александр. До скорых встреч.